Добрый день, уважаемый зритель! Мы продолжаем разговор о глобальных нейросетях мозга. И сегодня у нас на очереди лимбическая система. Напомню, что первое видео было посвящено нейросетям, связанным с сенсорными системами. Это соматосенсорная, слуховая и зрительная нейросеть. Собственно, напомним о том, что нейросеть представляет собой скопление ядер серого вещества, которые связаны между собой трактами белого вещества, которые имеют определенную функциональную связанность, то есть могут быть далеко топографически расположены в мозге, однако они имеют функциональную связь между собой. Значительная часть структур лимбической системы находится в подкорковых структурах, то есть более глубоко лежащих, более древних с эволюционной точки зрения. Лимбическая сеть объединяет компоненты, относящиеся к разным отделам мозга, начиная от структур, входящих в средний мозг, промежуточный мозг и заканчивая конечным мозгом, корковыми отделами и базальными ядрами. Благодаря такой широкой представленности лимбическая нейросеть интегрирует между собой разные этажи мозга, объединяя как телесные ощущения, так и когнитивные, сенсорные, и объединяет их единым эмоциональным ощущением. В связи с этим к основным функциям лимбической нейросети можно отнести следующее. Это эмоциональное восприятие и память. Память о контекстах, ситуациях, в которых происходили определенные события, в которых мы испытывали определенные эмоции. Можно сказать, что она помогает нам закреплять наш опыт. Благодаря этому она участвует в запуске быстрых стрессовых реакций. Когда нет времени на полноценное обдумывание, анализ ситуации, мы можем среагировать на основании предыдущего опыта, на основании того, какие эмоции доставляли нам похожие стимулы. Она же играет большую роль в социальной мотивации и социальных эмоциях, помогает нам устанавливать социальные связи и формировать структуру своих отношений в стае или в обществе. Она ответственна за поиск возбуждающих стимулов и вознаграждение, благодаря тому, что в ней находятся структуры, помогающие нам удовлетворять определенные потребности. Она помогает обеспечивать быструю реакцию на запахи, которые являются часто предупреждающими стимулами, хотя у приматов и человека эта функция утрачивает свою первичную роль. И также регистрируется активность лимбической системы во время REM-сна, и, возможно, одной из ее функций является участие в формировании сновидений на основании нашего предыдущего эмоционально насыщенного опыта. Именно поэтому сновидения часто являются настолько яркими и эмоциональными. Итак, основные структуры лимбической системы – таламус, который является центром приема и распределения всех сенсорных сигналов. Собственно, любые сенсорные сигналы попадают в лимбическую систему через данный центр. Кроме одной системы, это обонятельная система. Вторая структура – это гипоталамус. Гипоталамус является центром регуляции вегетативных функций и связан с активизацией вегетативной нервной системы. Собственно, он как раз и занимается регуляцией тех функций, которые поддерживаются без участия сознания, без участия нашего поведенческого контроля. Еще одна структура, достаточно сложно организованная, миндалина, которая состоит из множества ядер. Эти ядра можно разделить на зоны по их функциям и расположению. Латеральный комплекс обрабатывает информацию, которая поступает от сенсорных зон коры, формирует эмоциональный ответ на нее. Медиальное ядро получает информацию от обонятельных луковиц. И центральное ядро является наиболее эволюционно древним и связано с структурами ствола мозга, то есть обрабатывает непосредственно информацию от внутренних органов. И еще одна структура, которая также участвует в памяти, это гиппокамп. Гиппокамп выполняет функции распознания пространственных стимулов, запоминания контекстов, запоминания пространственного расположения, соотношения объектов. И в связи с этим он также играет роль в формировании памяти, включающей контексты и ситуации. Также к лимбической нейросети относятся структуры более высокого порядка, которые обеспечивают связь подкорковых структур с корой и таким образом формируют выход в сознательную управленческую часть
нашего мозга, которым мы можем управлять сознательно. Это, во-первых, префронтальная кора, которая отвечает за регуляцию эмоциональных стимулов, за их подавление и сознательный контроль. Следующее – это передняя поясная кора, которая является когнитивным переключателем мозга, то есть она способствует когнитивной гибкости и переключению с одних ситуаций на другие. Следующий компонент лимбической нейросети – это островковая доля. Островковая доля обеспечивает формирование негативных эмоций или же эмоционального ответа в ответ на телесные ощущения. То есть ощущение неприятия, отвращения, тошноты на эмоционально значимые физические, вегетативные факторы, а также психологические факторы формируются в островковой доле. И еще один важный компонент – это VTA или вентральная область покрышки. Вентральная область покрышки является одной из основных дофаминергических зон мозга. В ней начинаются мезокортикальные и мезолимбические пути, которые обеспечивают функционирование дофамина в лобной коре и в лимбической системе. Таким образом, данные пути обеспечивают мотивацию для узнавания чего-либо, либо для каких-либо действий. Это пути, которые обеспечивают нашу внутреннюю мотивацию. Самой очевидной группой расстройств, связанных с дисфункцией лимбической системы, являются аффективные расстройства или расстройства настроения. В эту группу входит биполярное аффективное расстройство, которые характеризуются сменой фаз депрессии и мании, большое депрессивное расстройство, различные виды мании, маниакальных расстройств, то есть повышенного настроения, а также тревожные и фобические расстройства. Итак, к патологиям, которые возникают при нарушениях в данной сети, относятся различные расстройства личности. Сюда относятся антисоциальные расстройства личности или психопатия, о которой мы много говорили на канале. Как раз таки нарушение структур паралимбической системы, связи сознательного контроля с эмоциональными импульсами порождает антисоциальное расстройство личности, либо же социопатию, то есть неспособность контролировать агрессивные поступки, либо же психопатию, то есть неспособность ощущать эмоции. Также к расстройствам, которым способствует нарушения в данной сети, относятся пограничные расстройства личности, то есть чрезмерная эмоциональность, то есть беспорядочный образ жизни, неспособность планировать, долгосрочно планировать свою жизнь. Психических расстройств сюда принадлежит расстройство типа шизофрении, мании и бреда. Хотя в этом случае лимбическая система должна быть связана также с другими сенсорными системами. Вследствие нарушения взаимодействия между этими системами как раз и формируются такие сложные психиатрические заболевания. И неврологические болезни, которые связаны с нарушениями в данной сети, это эпилепсия, вследствие чего происходит неконтролируемое сверхсильное возбуждение структур системы, или же и различные нейродегенеративные заболевания. Нейродегенеративные заболевания, соответственно, приводят к разрушению данной системы, к снижению эмоциональности, неспособности адекватно реагировать на стимулы, к нарушению запоминания. И сюда относятся различные виды деменции, в том числе болезнь Альцгеймера. И нарушение ментальной репрезентации состояния другого человека, неспособность распознавать эмоции и адекватно на них реагировать, свойственно для расстройств аутистического спектра, при которых также наблюдается нарушение в лимбической нейросети. Итак, друзья, это был краткий обзор одной из нейросетей. На очереди у нас видео об управляющих системах мозга и системах внимания. Спасибо за внимание. Если вы прослушали это видео до конца, поставьте лайк, оставьте комментарий, с чем вы согласны, с чем не согласны. И подписывайтесь на канал, на котором мы рассматриваем множество тем, связанных с нейропсихологией и связью различных естественно-научных направлений знаний.